Всем привет! В сегодняшнем видео мы не будем продолжать разработку игры в жанре Survival Horror на Unreal Engine 5.6, а в этом видео я покажу только то, что изменилось, потому что изменилось, как по мне, много чего, но я не смог это все записать. Много каких-то мелких изменений, которые не сильно связаны между собой, и я подумал, что нет смысла записывать видео по куче каких-то разрозненных вещей. Я лучше покажу сам результат. Ну и еще одна причина была в том, что когда я готовил Cinematic, создавал с участием метахуманов, у меня не хватало мощности в моем компьютере, у меня движок постоянно вылетал, то есть я кое-как его вообще собрал. Скорее всего, метахуманов я буду еще оптимизировать максимально, но это не дало мне пока что сейчас записывать процесс создания синематиков. Ну и поэтому я в целом покажу просто все, что изменилось. Давайте для начала я просто запущу игру и визуально посмотрите и послушайте. Ну и по ходу дела буду комментировать. В первую очередь немножко поработал с звуками. Сейчас включаю и послушайте. Фоновая музыка, как была. Давно уже в каких-то дальних видео я добавлял ее. Она добавляется в блокноте уровня. Дальше, если прислушаетесь, услышите звуки дыхания обычного. Такое медленное, немножко сопящее дыхание. И также я настроил, что когда мы начинаем бегать, через какое-то время это дыхание меняется на учащенное. Вот я начинаю бегать. И когда я останавливаюсь, это дыхание не сразу меняется на обычное, а через какое-то время. Далее. Потом я покажу, что все это сделал. Далее. Добавил звуки вот этой раздвижной двери. То есть теперь, когда мы вводим правильный код, пароль, дверь начинает отъезжать, и там появился звук. Он громкий, громче, чем все остальные звуки, поэтому сейчас может резко получиться. 1, 2, 3, 4. Вот такой вот звук. И, соответственно, когда дверь закрывается, точно такой же звук. Напомню, что эта раздвижная дверь я изначально ее придумывал для того, чтобы скрыть подгрузку под уровней. То есть, когда мы вводим пароль, открывается дверь, отъезжает. Пока она отъезжает, у нас прогружается стрим левел северного крыла, северного блока. Далее. Немного, точнее, даже не переделал, не создал, а у меня уже была похожая механика по пряткам. Я ее как-то создавал в одном из тоже видео. Я ее переработал полностью. То есть я здесь использую кат-сцену, которая заранее записана. То есть когда я подхожу к шкафчику, получается вот такая вот кат-сцена. Единственное, что я еще не сделал выход из этого шкафчика, поэтому мне придется перезапускать игру. Так, в целом убрал кучу мусора из проекта, поудалял все ненужное и сделал рефакторинг кода, то есть немножко поработал с виджетами, то есть теперь они у меня сейчас все в одном месте. Дальше все покажу. Так, давайте начнем с чего? Звук дыхания. Так, у нас есть тут папка Sounds, отдельно папка Brief дыхание и есть такой SoundQ Brief. То есть отдельно есть два звука. Это обычное дыхание и учащенное. Как я их совместил? То есть в SoundQ мы закидываем два этих звука. Вот они по отдельности. Ставлю им цикличность. И следующая нода идет Crossfade by Param. То есть эта нода у нас смешивает эти два, точнее переключает и смешивает эти два звука в зависимости от параметра. Параметр здесь я писал Breath Intensity, то есть интенсивность дыхания. И теперь здесь у нас, когда два звука подключены, у нас появляется здесь два индекса. Здесь я задаю значение этого Brief Intensity, при которых какой-то звук будет начинать проигрываться. Вот Start и End, да, это Fade In, то есть это как бы смешивание, да, подмешивание, когда начинается. То есть оно с нуля у нас начинается и заканчивается от 200, то есть когда 200 он начинает потихоньку спадать, этот звук, и 250 он полностью выключается.
ну и громкость отдельно. И второй звук — это учащенное дыхание, то есть она начинает проигрываться, когда этот параметр равен 200 и усиливается максимально, до максимальной громкости, когда этот параметр равен 250. Как этот параметр у нас получается? Идем в blueprint персонажа, где он у нас? Отдельно у меня есть тут граф дыхания, по-моему, да, вот он, я создал. И теперь, получается, у нас есть кастомный event, который задает определенные значение определенной переменной. Вот он у нас current brief intensity. И мы добавляем аудиокомпонент персонажу. Вот он, где-то здесь был аудио brief. То есть вот здесь подключен этот SoundQ, вот этот. И этому аудиокомпоненту мы назначаем параметр с помощью ноды setFloat-параметр. Здесь вписываем имя параметра, здесь текущее значение. То есть это текущее значение у нас берется от чего? Мы берем текущую скорость персонажа, получаем длину вектора. И, ну, можно было бы, конечно, без этого обойтись, то есть просто мы передаем скорость персонажа в этот параметр. Получается, у меня тут есть, когда персонаж ходит обычно, вот есть граф sprint. Это был здесь, по-моему, так, граф sprint, да. То есть, когда мы обычно ходим, у нас скорость 150, когда бежим 450. И теперь, получается, мы передаем этот параметр сюда, этот SoundQ берет этот параметр и в зависимости от этого параметра включает либо этот звук. То есть тут, в принципе, ничего прям такого сложного. Далее. Так, ну здесь, думаю, все понятно тоже. Когда у нас открывается дверь, то есть либо close door вызывается, либо open door, дополнительно просто еще проигрываем звук play sound 2D. То есть если мне нужно будет, чтобы этот звук затихал на определенном расстоянии, то я, конечно, буду использовать play sound at location. Ну и, соответственно, задавать ему параметр location, где именно этот звук будет воспроизводиться. То есть вот он, этот звук у нас. Вот он. Ну и, конечно, здесь есть второй звук. Это когда дверь уже закрылась. То есть на finished мы вешаем еще один звук. Это уже вот такой. То есть это когда она уже захлопнулась. Ну, встала на место. Так, далее. Здесь пока что все. Так, со звуками все, в принципе. Далее. Что еще? Сделал рефакторинг системы виджетов, то есть я их перенес все, ну не все, а большую часть в папку UI. Здесь у меня хранится main HUD и отдельные глобальные виджеты, то есть это виджет HUD непосредственно, да, то есть тут у нас идут подсказки о взаимодействиях, прицел, здесь задание, которое будет появляться, да, по-моему, тоже видео показывал, что они у нас анимированы, то есть они будут сверху выпадать. Далее следующий виджет — это main меню. Я его в игре не использовал, но я его создавал в одном из туториалов по созданию главного меню. То есть я его пока не использую, практически уровня главного меню у меня нет пока что. Когда будет, тогда я к нему вернусь. Ну, пока что он лежит в этой папке. Так, это у нас, если помните, виджет инвентаря, который я планирую, скорее всего, переделать, максимально облегчить. Так, это у нас виджет психического здоровья. Тоже пока что в таком виде он существует только пока на стадии разработки, а скорее всего в дальнейшем он не будет в виде полоски, а будет в виде каких-то визуальных эффектов. Так, отдельно я создал виджет паузы. Он хранит в себе два дочерних виджета, точнее пока что один дочерний виджет. Это виджет настроек. То есть переключение реализовано через виджет switcher. То есть, кто не знает, это такой компонент, который может хранить в себе разные элементы и переключать их видимость в зависимости от этого параметра. Active Widget Index. То есть если я поставлю сейчас 1, у нас будет виден вот этот подвиджет, да, то есть дочерний компонент под индексом 1. Если я поставлю здесь 0, то видно вот это вот. То есть обычно дополнительно еще один canvas panel, в котором находится вот этот vertical box с кнопками. Сам виджет настроек вот так выглядит. То есть это пока что обычный стандартный виджет настроек. Кучу видео можете найти на YouTube, в том числе и на моем канале, как его реализовать. То есть вот он граф, то есть это загрузка текущих значений, да, то есть мы вызываем getGameUserSettings, loadSettings, загружаем их, да, и потом назначаем слайдером определенные значения. То есть мы берем GetShadowQuality, например, да,
и слайдеру, который отвечает за тени, назначаем нужное положение. То есть это вот мы здесь пробираемся по всем значениям. Здесь вытаскиваем параметр оконного режима, полноэкранного или оконного, и текущее разрешение. То есть это происходит на старте, либо если вручную вызвать вот этот кастомный ивент. И, соответственно, изменения, да, то есть когда мы дергаем какой-то слайдер, например, то есть мы берем текущие настройки, применяем определенные значения и нажимаем «Применить настройки». То есть вот такой стандартный. То есть над визуалом я особо здесь не заморачивался пока. Пока решил это все, конечно, рефакторить. Ну и самое главное, что я сделал, это я все перенес в main HUD. То есть у нас тут в гейм-моде есть в HUD-кладе прописан main HUD. Вот он. Тут получается на Begin Play, то есть я вешаю создание всех этих виджетов в нужном порядке. То есть от порядка зависит, какой будет показываться поверх других. То есть сначала я создал HUD вот этот, да, потом я создаю виджет здравомыслия, потом главный виджет вот этот, да, который будет появляться при нажатии, например, на таб, да, там будет инвентарь, задания, журнал, всякое такое. И в конце идет виджет паузы. Он размыливает немножко, вот тут не видно, но тут есть background blur, то есть он размыливает окно. Ну и самое последнее, это чисто для меня пока что особо не используется, это виджет, который показывает количество шейдеров, которые еще не скомпилировались. То есть максимально простой виджет, у которого есть просто текстовый блок, и на таймер повешено обновление через ноду num при компайлинг PCOs remaining, да, то есть сколько осталось компилироваться шейдеров. Пока мы играем в редакторе, она всегда будет равна нулю, потому что шейдеры компилируются во время работы в движке. Но когда вы игру запакуете, например, да, может быть, уже пробовали, вы запускаете игру, и вы видите, что она первое время тормозит, подвисает, фризит. Это все из-за того, что шейдеры компилируются каждый раз заново при каждом запуске игры. И вот в запакованном виде этот счетчик у нас сначала лично у меня вот на этом уровне я запаковывал около 3000. Ну, могу, в принципе, здесь даже вот так показать. Сейчас запустим, попробуем. Так, вот он запакованный проект. Посмотрим, сейчас у меня запустится или нет, потому что параллельная запись экрана тоже, конечно, нагружает систему. Но я думаю, что, в принципе, запустится, не такая уж тяжелая игра. Вот, видите, наверху здесь появилась цифра 2000, там около 2000 шейдеров. То есть пока они компилируются, у нас игра жутко тормозит. Ну и не забывайте, что у меня еще запись экрана идет параллельно. И этот виджет, он мне нужен был только для теста. Я разбирался, искал решение, как это сделать. Ну и, конечно же, я пришел к выводу, что пока эти шейдеры компилируются, у нас будет висеть экран загрузки какой-то, или черный экран с каким-то текстом, либо картинкой. Вот, сейчас шейдеры прогрузились, но, в принципе, стало уже более-менее. Так, что еще? Ну, давайте покажу экран паузы. На клавишу P я ее назначил. То есть, если нажать Resume, пауза снимается. Если нажать Quit, игра выключится. Settings, открывается вот такое вот окошко, и я могу сразу его менять. Кто не знает, напомню, что эти настройки эквивалентны этим настройкам, когда вы запускаете игру в редакторе. То есть, когда вы запускаете его в viewport или в новом окне, но тоже в редакторе. То есть, если вы здесь поменяли настройки, например, я сейчас поставлю на View Distance Cinematic, да, и запущу игру, надеюсь, не вылетит сейчас. Нажимаю паузу, и мы видим, да, что View Distance у нас улетел. Нет, это у нас вертикальная синхронизация. Так, где View Distance? Вот, видите, он на самом максимуме. То есть, если я сейчас его снижу сюда, на минимум, и выйду, то мы увидим, что эти настройки применились также здесь. Должны были, да. То есть они синхронизируются друг с другом. Так, виджеты повыключаю. Так, ну и теперь эти виджеты, то есть конкретно, например, виджет паузы у нас теперь вызывается из контроллера. То есть я подумал, что
все-таки лучше вызов таких каких-то глобальных вещей, глобальных виджетов, да, то есть повесить контролер, чем персонажа, потому что если я вдруг захочу персонажа переделать или других, или разных персонажей сделать, да, то есть мне придется их либо наследовать друг друга, либо возиться с интерфейсами, да, как-то еще, ну, в общем, много лишней работы, то есть я все это перетащил просто в контролер. То есть контролер у меня уже наверняка будет один, скорее всего. Отдельно здесь граф паузы есть, то есть когда мы нажимаем кнопку паузы, через флип-флоп у нас либо ставится игра на паузу и запускается виджет. И обратите внимание, что я здесь делаю не add to viewport и remove from parent, а set visibility. Потому что если мы будем каждый раз добавлять в viewport и удалять его, то у нас будет каждый раз срабатывать событие construct в виджетах. То есть, по сути, он создается заново и заново добавляется на экран, и заново просчитывается, да, его отрисовка. И, например, в каких-то виджетах, которые делают довольно тяжелую работу, например, считывают текущие настройки, текущие настройки графики, да, вот откроем его сейчас. То есть у нас тут на констракте висит вот эта вот логика. То есть если ее оставить так и каждый раз запускать виджет заново, то каждый раз вызывается событие констракта, и каждый раз он делает вот эту вот всю логику, что, в принципе, не очень правильно. Зачем нам каждый раз при каждом нажатии на паузу заново высчитывать, да, все эти параметры? Гораздо проще их просто виджет не удалять, а просто прятать его. Поэтому в контроллере у меня стоит set visibility. Я либо ставлю visible, либо collapsed, то есть полностью сворачиваю. Соответственно, ставлю игру на паузу, либо да, либо нет, да, то есть через флип-флоп. И также меняю input mode, то есть если мы ставим на паузу, становится только Game and UI. Почему Game and UI? Потому что если просто поставить UI, то игра не будет реагировать на нажатие клавиш, она будет реагировать только на нажатие мышкой. Насколько я понял, может быть, есть какие-то обходные пути. То есть для того, чтобы просто нажать еще раз кнопку паузы, чтобы она выключилась, приходится выбирать Game and UI. То есть этот виджет мы подаем в фокус, который мы получили из нашего хада. То есть теперь наш хад хранит в себе не этот, где он у нас? Main HUD, да, вот этот. То есть он хранит в себе все эти ссылки, и через нужный интерфейс, то есть отдельный интерфейс, я создал BPI widget, который работает чисто с виджетами. То есть видите здесь только функции get inventory widget, то есть получить ссылку на виджет инвентаря, виджет паузы, виджет здравомыслия, главный виджет и виджет хада, да, то есть, ну, интерфейса. То есть мы обращаемся всегда к нашему хаду, из него вытаскиваем ссылку на нужный виджет и либо показываем его, либо прячем. Меняем input mode. Соответственно, когда мы выключаем паузу, движок должен понимать, какой режим у нас был до этого. То есть, может быть, мы просто ходили, а может быть, мы решали какую-то головоломку, да. И, соответственно, у нас мог быть разный input мод до включения паузы. Поэтому я его решил сохранять в переменную. То есть, и потом возвращать, когда мы убираем паузу. Эта переменная, вот current input mode, она у нас обновляется, когда мы, например, включаем режим взаимодействия, например, с головоломкой, да, пазл, мы ставим, ну, то есть я напомню, что из головоломки мы подавали контроллеру, какой нам input mode нужен, то есть мы его сразу записываем в переменную. То есть каждый раз мы эту переменную теперь местную обновляем. Так, дальше что? С контроллером разобрались. Так, давайте я пока виджеты позакрываю. В целом поработал с материалами, но не сказать, что прям продуктивно поработал, потому что я просто стараюсь, пока что пытаюсь избавиться от старых материалов, которых я кучу наплодил. Я пока большую часть уже поудалял, но еще не все. Вот я покажу папку, как сейчас выглядит моя папка с материалами. Так, где она у нас? Materials. То есть у меня тут есть функции материалов, да, которые используются, ну, как отдельно, много где. Отдельная папка с материалом призрака. Мы его создавали при создании механики сестры Сары. Так, это у меня для ландшафта. Пока что тоже он не используется нигде. Так, это у нас мигающий материал для лампочек. Тоже пока что не используется. Вот она, главная папка, мастер материалы. То есть у меня есть базовый материал, главный опак. Потом точно такой же, но только двухсторонний для одежды. Потом есть базовый материал для прозрачных, полупрозрачных материалов. И отдельно базовые материалы для стен и потолков. Почему они отдельные? Потому что я там использую смешение
по каналам. Сейчас покажу. Так, вот оно у нас идет первый слой, то есть трехслойный материал. Первый материал, то есть через функцию материалов сюда подаются все параметры, а она, в свою очередь, преобразует это все в материал атрибуты, материал атрибутс. И выдает результат, соответственно, который мы записываем как бы в кэш, да, то есть такой узел, который можно потом повторно использовать. То есть вот у нас материал 1, точно такой же кусок, только материал 2, ну, соответственно, с другими параметрами уже, да, с припиской 2 в конце, и материал 3. Они все вот так вот записываются в такие вот узлы, и потом в конце происходит смешивание. То есть мы первый и второй материал смешиваем на основе этого показателя альфа-1, а потом, если у нас включен параметр useMaterial2, то есть если нужно использовать второй слой материала, то мы производим это смешивание, если не нужно, то мы используем просто материал 1. И точно так же смешиваем с материалом 3, если нужно использовать материал 3 и так далее. И в конце это все идет в самый конечный финальный ноду. То есть такая сложная система наверняка не нужна будет для обычных предметов, поэтому я решил использовать ее, то есть использовать отдельные вот эти мастер-материалы для пола и стен. Я думаю, что в принципе не так уж много здесь мастер-материалов для всей игры. И теперь вот эта папка old, которая старые материалы остались, от которых я почти избавился. Дальше идет материал post-process, это для подсветки. Ну и, соответственно, submaterials у нас это уже инстансы от вот этих мастер-материалов. То есть они отдельно поделены по папкам. Опак, давайте я сейчас base уберу слово. Подождите, есть такой. Они, походу, продублировались, я их когда перетаскивал. Иногда бывает такое, что когда мы, например, переименовываем какую-то папку, он новую сохраняет, то есть делает все как надо, но остается еще дубликат старой папки с старым названием и с пустыми подпапками. То есть это мне нужно будет просто вручную удалить. То есть вот есть emissive, и у emissive пока что один единственный инстанс, это для светильников, ламп. А для паков, конечно, много еще подпапок других, то есть вот они отдельные материалы, а потом у них уже идут под инстансы для каждого конкретного сета. То есть больше всего инстансов у меня идет в этом материале, коричневое дерево. Вот они, например, у нас, вот он главный инстанс, и есть отдельно для кресла, отдельно для скамьи, отдельно для полки и так далее. То есть они все отличаются только в основном параметрами скейла. То есть вот он scale x, scale y. Могу поменять текстуру шума, ее интенсивность и также scale и offset. Ну и какие-то отдельные параметры подкрутить могу. Но в основном у подинстансов меняется только масштаб, да, и может быть еще поворот. Вот такая система материалов у меня. То есть я думаю, что более-менее порядок тут я навел. Так, отдельно вот папка со звуками. Отдельно папка с текстурами. Так, это где я делаю всякие видео. То есть тут еще кое-что осталось, что я пока не хочу удалять. То есть, возможно, я буду использовать в проекте когда-то. Так, в целом, в принципе, это отдельно пап. То есть я тоже тут поудалял за тяжелые папки, которые скачивал, думал, что может быть пригодятся. Они весили кучу гигабайт, то есть у меня проект стал легче где-то на 30 гигабайт точно, когда это все почистил. Так, что еще? В целом, наверное, на этом пока все. Вот вид сверху больницы. Кому интересно, общий масштаб посмотреть. Такая больница получалась в One Lit режиме и в обычном. Так, что еще? То есть уже практически везде есть материалы новые, но кроме вот некоторых ассетов, которые я еще не успел подогнать, создать под них материалы. Но практически от старого блокинга, когда я работал в самом движке, практически уже ничего не осталось. То есть практически везде уже материалы накинуты. Такие, которые я буду использовать в дальнейшем уже в финальном релизе, если до него доживу, конечно, дойду. То есть я думаю, что систему материалов я уже, скорее всего, переделывать не буду. Вот. Так, все, механику шкафчика показал, но это только половина ее. В целом, наверное, пока что все.
Ну и, кстати, да, немножко тут поэкспериментировал с настройками, то есть я понял, что выше, чем эти, пока что я не вижу смысла ставить, потому что визуально разницы практически никакой нет. То есть единственное, на данном этапе, что влияет на финальный вид, это пока что только параметр Shadows. То есть если я его поставлю вот такой, то, конечно, тени сильно меняются. Global Illumination, то есть тоже меняется, в принципе, картинка. Вот эти я поставил по нулям все практически. Вот View Distance. У меня, в принципе, в таких тесных закрытых помещениях практически не нужна дальняя отрисовка. Foliage и ландшафт тоже не нужно практически. Так, ну в целом... ну и еще параметр есть Material Quality, то есть я тут практически вообще не вижу разницы, может быть потому, что пока что не такие уж и сложные материалы. То есть я ставил и на Low, и на Medium, разницы практически никакой не вижу. В целом, сейчас вы можете наверху смотреть, то есть я здесь включил отображение FPS прямо здесь в шапке движка. Сейчас вы видите в районе 40, 50 плюс-минус. Ну, это из-за записи экрана. Когда запись экрана выключена, обычно в районе 60 идет. А при запакованном проекте, когда я делаю запаковку полную, да, то есть я ставлю Package Project, поставил настройки на shipping, то есть на финальный релиз, да, там в районе 80 обычно держится, да, после компиляции шейдеров. Вот, ну, конечно же, я думаю, максимально еще, во-первых, оптимизировать, во-вторых, уровни практически полупустые, но я думаю, что в целом нагрузки сильно выше уже не будет, потому что мастер материала я создавать не буду, то есть у меня не будет увеличиваться сильно draw calls за счет материалов, да, потому что материалов эти текстуры, потому что практически по всем этим материалам, по всем этим инстансам у меня используется, ну, практически где-то, может быть, около 10 наборов текстур. Каждый набор текстуры хранит в себе это Base Color, это Normal Map и отдельная текстура, которая разделена на 3 канала. Это Occlusion, Ambient Occlusion, Roughness и Displacement. То есть все 3 текстуры объединены в одну для экономии памяти. То есть вместо того, чтобы 3 текстуры загружать, движок загружает всего одну текстуру. Вот, то есть в целом, я думаю, около 50 текстур на всю игру, это, я думаю, очень хороший показатель. То есть, с этим, я думаю, проблем не будет. За счет сложной геометрии, я думаю, тоже проблем не будет, если я не откажусь использовать наниты. То есть на данный момент они включены. Сейчас они практически не помогают движку, потому что и так все ассеты лоупольные. Я сейчас, если поставлю, например, отображение wireframe, то есть вы видите, да, какой полигонаж. То есть стены вообще практически пустые. Ну, это пока сейчас. То есть, конечно же, я потом буду думать над улучшением всех ассетов. То есть, скорее всего, они будут все высокополигональные, но я буду проверять, как работает нанит, будет ли нормально работать. Далее будет вопрос стоять о оптимизации света. Если мы посмотрим сейчас Light Complexity, мы увидим, что все черное, то есть практически можно подумать, что на сцене нет света. Но это все из-за того, что у нас включен Megalights, который отдельно также хорошо потребляет ресурсы и в свою очередь требует обязательного использования аппаратных лучей Hardware Ray Tracing. То есть без них Megalights не работает. Эта связка Lumen, Ray Tracing и Megalights, конечно, сильно нагружает систему. И в дальнейшем, конечно же, когда я решил, что я сначала буду наполнять уровни, посмотрю, то есть я их загружу уровни, расставлю, наполню, потом я попытаюсь настроить освещение и посмотрю в целом, нужны ли мне Megalights, нужен мне Lumen, или я, может быть, от чего-то из этого откажусь. Но пока что на этапе разработки я особо над этим не заморачиваюсь, потому что, ну, в целом тут и не сильно-то нужно что-то оптимизировать. Как вы видите, вот у меня наверху показатели, то есть память загружена, да, сейчас. Только я еще пока не разобрался, это у меня видеопамять или оперативная. Потому что если видеопамять, то, наверное, все очень плохо, потому что на моей видеокарте всего лишь 6 гигов видеопамяти. И, кстати, когда я работал с синематиками, с участием метахуманов, этот показатель у меня поднимался до 11-12 гигов, и, скорее всего, из-за этого все и вылетало. То есть я тупо не мог сохранить секвенцию. Вот, ну а в целом вот такая вот получается картинка.
Ну и шаги, звуки шагов тоже подстраиваются под скорость перемещения персонажа, но это все у нас идет через Animatify, через анимационный блупринт, поэтому по этой теме тоже куча видео в YouTube и в том числе на моем канале. Когда бежим, соответственно, бег ускоряется и звуки шагов слышны чаще. Сейчас, конечно, все жутко тормозит, потому что у меня, видимо, забилась уже видеопамять, то есть, скорее всего, мне нужно будет просто выключить движок, перезапустить, и все наладится. Сейчас все тормозит безбожно. Вот, в целом, я думаю, на этом видео все. И также хочу сказать, что я планирую официально анонсировать игру в Steam, то есть я сейчас подготовлю все, что нужно, и буду создавать страницу в Steam. И обязательно, конечно, когда это произойдет, я прикреплю везде, где только можно, ссылки на страницу. Переходите, смотрите, добавляйте виш-листы, поддерживайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы бы хотели увидеть в игре, что поменять, от чего отказаться, какие-то замечания, может быть, предложения, может быть, вы с чем-то не согласны со мной. Все приветствуется, добро пожаловать в комментарии. Также везде прикрепляю ссылки на все возможные соцсети, где интересно, туда заходите. И, в общем, до встречи в следующих видео.